Ковер – это не только прикольная штука, по которой мягко ходить. Еще это главный источник загрязнений. Пыль накапливается между ворсинками, как в складках HEPA-фильтра. Крошки от печенья, которые обязательно нужно съесть на диване. Песок, который сыпется с недомытого брюха собаки. Шерсть, человеческие волосы, кусочки кожи, размножающиеся в этой тлетворной среде бактерии, пылевые клещи. Охотясь со стаями бледных пауков, огромных как псы. Надеюсь, вы еще сможете заснуть. Но с этим нужно что-то делать. Сейчас расскажу о великолепной семерке роботов-пылесосов, способных избавить вас от этого ужаса. По номиналу у Dreamy F9 Pro всего 2500 паскалей, но в ходе тестов он зачистил щели до 8 мм. С такой силой всасывания робот сможет вытягивать пыль из тонкого ковра и качественно вычищать поверхность. Результат 98%. Помимо соринок разного калибра, F9 Pro тщательно собирает шерсть турбощеткой. На ковре не останется ни волоска. Производитель стремился сэкономить ваше время и поставил в раструбе зубчики самоочистки, что однозначно заслуживает лайка, но не помогает. Турбощетку все равно нужно регулярно чистить. Для этого под крышку положили птичку с разрезателем. Еще один момент, который нужно учитывать – батарея среднего класса. На максималках работает только час, поэтому Dreamy F9 Pro подойдет для квартир площадью до 70 квадратов. Более функциональный вариант для небольших помещений – Dibot N8 Pro Plus. Две боковые щетки ловко загребают соринки на паласе, собрано 94%, а заодно продлевают срок службы колес. При такой конструкции они изнашиваются равномерно. Во время уборки Dibot обходит обувь и провода, а в конце рабочего цикла выгружает мусор в мешок на станции. Обслуживание сводится к проверке щеток раз в неделю. В общем, все классно и недорого, но есть нюанс. Один такой небольшой недостаток – пылесос не заезжает на ковры. Фронтальный датчик воспринимает ковер как препятствие и пускает робота в объезд. Во всяком случае, так было на момент тестирования. Возможно, уже исправили обновлениями прошивки. Если вы счастливый обладатель Dibot N8 Pro, напишите, как он работает сейчас. Ковролин пылесосит без проблем, а в домах с неоднородными покрытиями придется отключать фронтальный датчик. Перед тем, как перейти к следующей, более дорогой модели, я хотел рассказать вам о телеграм-канале Best Robot, где раз в месяц среди подписчиков мы разыгрываем какую-нибудь вертикалку, робота или мойщика окон. Для участия в розыгрыше нужно подписаться и нажать кнопку «Участвовать», подборки и детальное сравнение, горячие цены и жирные промокоды, результаты тестов и обновления рейтингов. Все это вы найдете в телеграм-канале Best Robot, ссылка в описании под роликом. В щелевом тесте хобот Лиги D8 справился с щелями до 8 мм. При этом сила всасывания распределяется на два раструба. Первый затягивает волосы с поверхности, во втором установлена турбощетка. На тонком ковре Лиги D8 показал 94%, при этом равномерно убрал весь стенд. Потому что, в отличие от круглых роботов, D-образный хобот заезжает в углы и выметает из 2-сантиметровой зоны на стыке плинтусов. В выгрузке мусора нет, зато в пылесборник помещается больше, чем кажется. Пластиковая планка прессует собранную шерсть и обеспечивает качественное всасывание даже при заполненном контейнере. Зато через время после покупки робота к нему можно докупить станцию полоскания салфеток Lulu. Ну или взять сразу полный комплект. Как вам удобнее. Влажная уборка в случае хобота – это не просто дополнение к сухой уборке, а полноценная функция. Робот моет полы как заправский полотер. Из минусов можно отметить LDS-навигацию без обхода предметов и средние результаты на мохнатом ковре. Все-таки эта модель прежде всего для квартир с тонкими коврами. На четвертом месте Roborock Q8 Max Plus. У него не самый мощный мотор в мире. Глубина очищаемых щелей всего 2 мм, но нехватка мощности компенсируется интенсивной механической обработкой поверхности. Рабочий блок держится на двух подвесах, а не на одном, как у аналогов. При такой конструкции рамка плотнее прилегает к полу. Под ней помещается два валика, которые вращаются во встречных направлениях. Они забрасывают в пылесборник семечки, крупу и крошки, при этом не наматывают волосы. В результате пылесос почистил ковры на топовом уровне. 98% на тонком и 85% на мохнатом. В отличие от Дибота, Roborock Q8 Max Plus определяет предметы камерой структурированного света и делает это более качественно. Никаких проблем с заходом на ковры. Единственный стоп-фактор – песок, который собака таскает с улицы. Чтобы вытянуть его из ковра, у робота просто не хватает мощности. На третьем месте модель более высокого класса. Ценник говорит сам за себя. Качество уборки такое же, как у Roborock Q8 Max Plus. 98 и 85% на тонком и среднем ковре соответственно. Но Borg V830 более мощный. В тестах он справился с щелью 8 мм.
Такой силы всасывания достаточно, чтобы глубоко вычищать собачий коврик, песок, палочки, семена. Все это робот с легкостью отправит в пылесборник, а заодно вычешет волосы из ковролина. Классическая турбощетка справляется с этой задачей лучше валиков. Бург Viva 730 не только пылесосит, но и полноценно моет пол. Вращающиеся салфетки оттирают даже прилипший кетчуп, а потом робот промывает их на станции и сушит феном. Из минусов, кроме антинародного ценника, слабая автономность. Только 60 минут на максималках. Отсутствие лифта салфеток на ковре и турбощетка, которую нужно регулярно чистить. Роборок Qrevo я поставил выше, потому что этот пылесос All-in-One. Выгружает мусор, полощет и сушит салфетки. Рабочий блок вдвое меньше, чем у Роборок Q8 Max Plus. В нем установлен единственный валик. Он не так хорошо вычесывает средние ковры, зато дает прирост к силе всасывания. Qrevo справился со всеми щелями на стенде, включая 10 мм. Редкий пылесос, который по-настоящему глубоко очищает ковры, вытягивает засевшие в глубине крошки, пыль, даже песок. Результат на коротком ворсе 98%. Соринки остаются только в углах. Влажная уборка у этой модели на среднем уровне. Пылесос обильно смачивает салфетку, быстро отмывает легкие загрязнения, но с присохшим кетчупом не справляется даже с нескольких попыток. Вдоль стен не промывает, моющее средство не добавляет. Предметы обходит не безупречно, кота придется дрессировать. Многие из указанных недостатков исправили в недавнем Qrevo Max V, но это пока еще новинка, поэтому на первое место я поставил проверенный Dreamy L30 Ultra. Мощный пылесос без явных недостатков, за исключением стоимости. Валик в тандеме с мотором на 7300 паскалей глубоко вычищает тонкие ковры и качественно собирает соринки на поверхности. Для средних ковров предусмотрена уборка без салфеток. Робот оставляет их на станции, занимается ковром, а потом возвращается и снова надевает их. L30 Ultra пока не побывал в лаборатории Быстробот, но, судя по отзывам и обзорам, с уборкой справляется хорошо. Особого внимания заслуживает функционал док-станции. Она стирает салфетки с моющим средством в горячей воде и самостоятельно принимает решение о повторной уборке. Как и другие кругляши, Dreamy L30 Ultra оставляет мусор в углах, зато промывает пристенные зоны бионической рукой. Если готовы потратить на робота порядка 100 тысяч, это пока что лучший вариант. Летом, когда выйдет Dreamy Bot X40 Ultra и Roborock S8 Max V Ultra, ситуация может измениться. Кстати, не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить обзоры на эти пылесосы. Спасибо всем, кто досмотрел до конца и поставил лайк под роликом. А на сегодня у меня все. Пока-пока и до новых обзоров!